Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Привезли нам в магазин мороженую камбалу. Камбала мороженое. Это я вчера достал от Тайлакс. Цена 79 рублей килограмм. Камбала желтобрюхая называется. Вот, зашел, купил на 500 рублей. Вот такую вот кучу камбал. В пивнушке одна копченая камбала стоит у нас где-то рублей под 120. Выгода очевидна, да? Камбала мне нравится, вяленая и копченая. Вот эту я хочу закоптить. И сделаем это тоже вкусненько и необычно. Первым делом ее нужно сейчас будет почистить. Ну, на этом я заостряться не буду. Просто вырезаем ей вот таким образом желчь, вот эту вот, которая здесь. И вот так вот голову чмяк. И все. Здесь ничего интересного. Сейчас я ее почищу. Подготовлю к засолке и потом уже буду дальше снимать. Напишите в комментарии, сколько у вас камбала стоит. 79 рублей, вот видите, килограмм. Вот этот пакет на 84 рубля. Ну, нормальная цена, я думаю, очень даже недорого. Так что все, сейчас чищу и будем солить. Солить я уже буду дома, но я приехал на дачу, чтобы почистить, чтобы голову закопать в огород сразу. Ладно, опять что-то много болтаю. Все, пошел чистить. Так, друзья, ну все, рыбу я разделал. Та, которая была с икрой, икру оставляем внутри. Обязательно. Я повыбирал, чтобы рыба была более-менее одного размера. Крупных я поджарю, пойду домой. А вот таких средних, ну вот, и мелких выбрал. Примерно вот они плюс-минус там в одном размере, все видите, рыбки. Икра вся вон на месте. Солить будем в тузлуке. Сейчас пойду варить домой тузлук, все покажу, сколько грамм соли на литр воды. Ну, здесь килограмм 5, наверное, камбалы. Все, едем домой. Так, друзья, все, смотрите. Пришел домой, здесь у меня 205 небольшим, килограмм камбалы. На камбалу, у камбалы шкура толстая, поэтому сделал с двух сторон по несколько небольших разрезов на всех камбалах, видите? Чтобы она у меня равномерно и быстренько просолилась. Можно делать, надрезы не делать, но тогда больше времени уйдет на засолку. Так это гораздо ускоряет процесс. Видите, просто вот небольшие до позвоночника чик-чик ножом, широкие надрезы. Чтобы попала туда соль. Дальше. Камбалу буду делать копчение, холодного копчения. И поэтому я не хочу ее сильно высушивать. Вот если бы я его вялил, я бы ее посолил сухим посолом. Но так как я буду ее коптить в дальнейшем, я буду солить ее в тузлуке. И так как я ее не буду сильно высушивать, мне не нравится камбала, когда она такая сухая, как вобла сухая. Она должна быть такая мягенькая и вкусная тогда она будет. И солить я буду ее тузлуком, ну не простым тузлуком, а мы его сделаем островато-ароматный, с перцами, перченым тузлуком, да, для того, чтобы рыба просолилась внутри, разрез у нас есть, туда все попадет, отлично будет, да, и будет вкус мяса более насыщенный, вкусный такой, сам по себе, она сама по себе вкусная, но если бы мы ее вялили, я бы там просто соль посыпал, перемешал, да и все дела. А тут я хочу сделать такое интересное, вкусное блюдо, которое в пивнушке не купишь. Это будет вкусно. Так, все, с камбалой понятно. По тузлуку. Вода у меня закипает. Берем весы. Тарелку я обнулил. Все. Сейчас у меня на плите закипает 5,3. Так, ребят, еще, да, на 5 литров, на 5 килограмм камбалы нам нужно по объему тузлука в 1,5 раза больше. То есть 5 килограмм камбалы нам нужно 7,5 литров воды. Ну, я варю 8 литров тузлука. На 2 тазика разделю, залью это и все. На килограмм рыбы 1,5 килограмма тузлука. Вот так. Будет проще, понятно, да? На 5 литров тузлука мне сейчас понадобится 400 граммов соли. То есть на 1 литр воды для тузлука мы берем 80 грамм соли. Я беру крупную соль, каменную. Это у меня под эту соль уже как бы я знаю, насколько она соленая и что от нее ждать. Поэтому у меня уже рецепт выверенный. Эта база, она подходит под любую рыбу. И под белую, под речную, и под лосося, и под морскую. Вот. 400 грамм соли есть. Крупно, видите, второй, по-моему. Или второй, да. Средней крупности. И сейчас я добавлю сюда еще 200 граммов сахара. Сахарного песку. Так, там 400, значит должно быть 600 все вместе. На 5 литров, на 1 литр получается 80 грамм соли и 40 грамм сахара. Ну там плюс-минус там
606 грамм, ничего страшного. Дальше по фасовочной смеси. Так как я сказал, хочу сделать, чтобы она рыба была мне вкусная и интересная. Я возьму душистый перец и перец с горошком. Душистый перец это крупный такой, очень вкусно пахнет. Ну, примерно вот горсточку пачки вот это весь душистого перца. Столько же я возьму черного горошка. Вот. И для остроты я возьму китайский стручковый. Очень вкусно пахнет, офигенный перец. И тоже горсть. Все, всыпаем все сюда. Сейчас это дело растолку. Оп. Пахнет этот красный перец просто офигенно. Закажите себе с интернета. И порошковый, и вот такой. Вещь просто везде использую. Так, я все дело растолку. Досыплю сюда и пойду поставлю кипятиться. Я растолок все довольно-таки крупно. Просто раздавил перчинки, чтобы они лучше отдавали свой аромат и вкус. Высыпаю все это дело в засолочную смесь. Высыпаю в кипящую воду. И варю тузлук 10-15 минут, после чего даю полностью остыть. И уже вот этим ароматным тузлуком заливаю на мою рыбу. Солиться она в тузлуке у меня будет часов 16. Чтобы все полностью просолилось. В данном тузлуке она не пересолится. Но чем дольше будете держать, тем она лучше просолится. То есть не будет запаха рыбы сырой. Она будет у вас скорее малосольная. Все. Ставлю варить тузлук. Ну, как посолится, я покажу, что будем делать дальше. Ну что, друзья, все. Камбала просолилась. Сейчас я одену ее на крючки и повешу на стечку. Пару часов она у меня повисит, стечет. И после чего закину на сутки ее в сушилку. И потом уже будем коптить. Пахнет, кстати, очень чудненько. Сейчас, за счет того, что специи добавляли в тузлук, она все пропиталась, и сама рыба стала вкусной. Ее уже сейчас можно кушать. Ну, а когда мы подсушим немножко и подкоптим, это будет вообще просто бомбическое. Что не переключайте, сейчас покажу все по порядку. Так, ну что, друзья, рыба завялилась. 2 дня. Сутки в сушилку, сутки просто. Ну, не сутки, ночи, и еще сегодня вот утро, 9 час. Несколько часов, короче, просто повисела на балконе. Створки открыл, чтобы проветривалось. Все. Смотрите, рыбка ну такая. Она не мокренькая, она еще мягкая. Вообще рекомендую камбалу не засушивать ее в труху. Делайте ее чуть-чуть, чтобы она была такая, как типа альдента, да? Недосушенная. Это будет самый смак. Камбала такая рыбка хорошая, когда она чуть-чуть мягковата. Так, ну все, друзья, коптить сейчас буду вот опять в своей коптильне Хобби Смоки. Кто не видел, посмотрите. Кому нужно такую коптилку, однозначно рекомендую. Смотрите, небольшого размера, но вмещается очень много. Пару дней назад коптил в ней 7 балыков. 6. Но спокойно влезло бы и 8. Короче, коптилочка огонь. Ссылочка будет в описании, где брал. И по моему промокодику будет вот скидка 10% еще на коптилку, на дымогенераторы. У меня 2.0. Недорогой. Ну, работает как нужно. Так, копчу смесь щепы ольха яблоня. Сюда мандариновой шкурки не добавляем. Это не лосось, не нужно. Просто обычная щепа. Ничего особенного. Ну все, сейчас поджигаю все это дело. Она у меня на одной загрузки дымогенератора хватает на 4-6 часов, в зависимости от мощности, которую вы выставите на компрессоре. Птички прилетели. Грушу объедать. Так, ну все, думаю, все понятно. Все, видите, сколько рыбы влезло. Вот, вот. И еще можно напихать, при желании было бы еще. Все, сейчас поджигаю. Через 6 часов после обеда приеду. Рыбку вывешу проветриться. На денек до следующего утра. Она у меня еще подсохнет. И завтра утром еще раз захватку дымогенератор делаю, копчу, проветриваю, и рыба будет готова. Почему сразу не засушил? Ребят, сейчас лето, влажность большая у нас. Засушить проблематично. Видите, она 2 дня провисела, но она мокрая. Ну, не мокрая, мягкая совсем. Может пропасть. Нужно, чтобы ее законсервировать, чтобы она дальше еще подвялилась. Отдать ее дымом. Все процессы какие-то, может быть, уже начинают. Ну, еще пока хорошо все пахнет, все отлично, но мало ли что. Боюсь. Лучше подстраховаться. Сейчас я дымом ее законсервирую. Еще она у меня с обеда до утра, до завтрашнего дня повисит, подвялится. А потом уже я на чистовую ее завялю и уже проветрю там еще пару часов. И можно будет уже снимать финал. Так что подождите чуть-чуть, еще скоро будет окончание.
Ну, вторую закладку я показывать не буду, я просто объяснил вам процесс, чтобы не затягивать видео. Так у него длинный получается. Все, буквально пару минут, видите, как все разгорелось. Теперь можно убавлять эту подачу воздуха на минималочку, и будет дымиться очень долго. Ну, ничего не видно, ну, примерно вот так это все происходит. Ой. Ладно, все. Ну что, друзья, блин, я дико извиняюсь, но этот просто так смотреть нельзя. Смотрите, все провялилось, все прокоптилось, рыба не пересохшая, нисколечко. Она плотная. Я тут вчера попробовал, конечно. Смотрите, давайте возьмем с икрой одну рыбку, вот небольшая икриночка. Я вам сейчас ее распечатаю и покажу, что там. Запах стоит просто чумовой. Она прокоптилась полностью. Видите, я коптил 2 раза. Сначала сырую. Чиститься, конечно, она тяжеловато. Ну, заморочиться и почистить ее, это того стоит. Друзья, это прям закуска к пиву 10 из 10. Не пересоленная, не недосоленная. Вот прям так, как она должна быть. Это просто идеальный посол камбала. Смотрите. Видите, все плотное. Никаких там... Блин. Вкуснятин. Четко чувствуется вкус. Вот именно то, что мы рыбу солили со специями. Она сначала просолилась мясо, специями пропиталась. И вот они все прям вкусы смешались. Вкус копченого, специй. Короче, друзья, я не могу этого описать, это нужно пробовать. Этот рецепт однозначно рекомендую в копилку всем любителям копченой рыбы. Икра. Так, где икра-то, господи. Четко чувствуется вкус, острота от красного перца. Прямо она заходит сюда, все, это классно. Икра. Вторая половинка. Ну, икра, конечно, тут самая вкусная часть. Но рыба тоже ничуть не хуже. Просто можно покушать. Я вчера без пива попробовал пару штук. И прям четко вам заявляю, друзья, это офигенно. Завтра поеду еще куплю килограмм 10 и посолю. Смотрите, мягенькая, но плотненькая. Ну а под пивасик. У нас слегка островатая. Копченая сильно. Блин. Короче, друзья, любите сушеную, вяленую, копченую рыбу, но нет возможности купить какую-то дорогую, готовую. Вот. Сколько там? 70 рублей килограмм, да, по-моему, за сырую отдал. Вот такая куча, еще 5 штук. Я 3 на дачу угостил, и 2 вчера сам попробовал. Было еще больше. Вот, на 500 рублей. Сколько тут голов, не знаю, но много. Друзья, это очень-очень вкусно. Пробуйте, солите. Уверен, вам понравится тоже. Ну, я на этом заканчиваю это видео. Чтобы что-нибудь другое. Все, друзья, подписывайтесь на канал. Любите рыбку. Будем смотреть вместе, что-нибудь придумаем еще. Все, друзья, на этом все. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Ну, все как всегда. Всем до встречи и всем пока. Камбал — это вкусно.